Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как нарисовать вот такой космический пряник. Картинку я на выбор предложила подписчикам во вкладке «Сообщество» на моем канале, и вы выбрали этот рисунок. Спасибо за голосование и доверие! Ссылка на изображение будет, как всегда, в описании под видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Пряник я заранее покрыла глазурью синего цвета и перенесла картинку. Как это сделать, можно посмотреть у меня на канале, ссылка на видео будет в описании. Начинаем заливку с космонавта с отдаленных элементов: левая нога и рука и рюкзак. Погружаем носик корнетика в глазурь и не спеша выдавливаем ее и сразу же распределяем глазурь в пределах рисунка при помощи корнетика или шила. Глазурь у меня в консистенции 20 секунд. Более подробно про консистенции глазури можно посмотреть в моем видео, ссылка будет также в описании. Элементы заливаем поочередно, смежные элементы заливаем, когда на соседнем глазурь уже схватилась. Глазурь голубого цвета у меня в консистенции 15 секунд. И так как я хочу выдуть достаточно высокую деталь, а глазурь жидкая, для этого я применяю вот такой прием, как сейчас на видео, чтобы не было провалов после высыхания глазури, а элемент был высокий. У планеты Сатурн кольцо спутников я делаю объемным. Для этого сначала рисую части кольца на уровне планеты с обеих сторон, а затем рисую остальную часть кольца поверх планеты, соединив его с обеих сторон с нижними частями. Это нужно делать быстро, чтобы глазурь снизу не успела схватиться и можно было соединить края элементов. Опускаем корнетик в глазурь нижнего уровня в том месте, где хотим соединить обе части, и не спеша выдавливаем ее и сразу же распределяем глазурь в пределах рисунка при помощи корнетика. Я уже один раз нарисовала Луну, но у камеры, к сожалению, села батарея, я не заметила, что она отключилась. Пришлось Луну убрать, а так как она уже схватилась хорошо к тому моменту, я испортила базовое покрытие пряника. Нанесла новое покрытие, оно получилось немного другого оттенка, но это не страшно, пряник сверху я буду красить красками и видно не будет. Блик на черной глазури делаю глазурью белого цвета и шилом выравниваю рисунок блика, делаю более угловатые края. Планета Земля условная, конечно, континенты на ней расположены на самом деле не так, я нарисовала от руки. Для этого пряника я использовала глазурь синего, белого, голубого, зеленого, карамельного, черного и серого цветов. Красители у меня фирмы Криама.
Сначала хотела сделать перчатку в этом месте у руки, но мне показалось, что рука будет выглядеть очень короткой, поэтому добавляю манжет. Пальцы у космонавта делаем по очереди, смежные делаем только после того, как соседние хорошо схватятся. Отправляем пряник сушиться минимум на 5 часов. Далее расписываем, черным красителем окрашиваю фон пряника. Возможно, возникнет у вас вопрос, почему я сразу не покрыла пряник черной или темно-синей глазурью. Так вот, пряник я сделала до того, как предложила подписчикам на выбор картинку для следующего видео и не знала, что именно буду на нем рисовать. И даже сейчас, покрыв пряник черным красителем, цвет получается не чисто черный, а синевой. При нанесении красителя окрашенная глазурь снизу синего цвета тоже отдает цвет и краски смешиваются. Как раз то, что нужно для космоса. Где нужно более темное место, я окрашу сильнее черным. Где нет, там меньше красителя наношу, и таким образом у нас остается синева. Вокруг Луны делаю как бы свечение, наношу вокруг белый краситель и растушевываю. Добавляю еще черного красителя для контраста. Вокруг Земли также делаю свечение белым красителем. Внизу окрашиваю пряник красителями белого цвета, голубого и розового. Сатурн я окрашиваю красками голубого, синего, бежевого, коричневого и белого цветов. Для кольца я использовала красители красного, коричневого, серого, голубого и белого цветов. Воду у планеты Земля окрашиваю при помощи синего красителя, Землю окрашиваю зеленым и коричневым красителями. Если вы рисуете пряники по моим видео, отмечайте меня, пожалуйста, в Инстаграме. Буду очень признательна.
в некоторых местах добавляю белый краситель, возможно, это будет похоже на облака. Для Луны я использовала серый и белый красители. Скафандр космонавта подкрашиваю серым цветом, делаю тени и растушевываю, а также затем нарисую элементы костюма голубым и розовым цветами, потом обведу контуры черным красителем тонкой кистью. На данном этапе я заметила, что у меня лопнула глазурь. Возможно, где-то сильно надавила на пряник. Скорее всего, это случилось, когда я сошкрябывала луну с пряника, первую луну. Контуры делаю только у космонавта и у Сатурна выделю кольцо. У других элементов рисунка ничего не обвожу. Далее делаю белым красителем звезды, их можно расположить в хаотичном порядке. Затем несколько звезд я выделю, сделаю их сияющими, нарисую от каждой звезды лучики, 4 луча в разные стороны. Для создания космоса на этом прянике я вдохновлялась картинками из интернета. Если просто ввести запрос «космос картинки», то там множество разных вариантов, которые можно взять за основу. Вот такой пряник получился у меня, мне он очень нравится, это мой личный космос. Смотрите картинки в интернете, вдохновляйтесь, создавайте свой собственный космос, экспериментируйте, это всегда очень интересно. Благодарю за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Не забывайте отмечать меня в Инстаграме и других социальных сетях, ставьте лайк, подписывайтесь, впереди будет еще много интересного. Всего вам доброго!